Смотрите, какая камера. Итак, поход начинается. Эти люди приехали на машине, видавшие виды, но надеемся, мы доберемся до Мозес Кэмпа. Ну что, вы готовы к мероприятию? Всегда готов. Посмотрим наши лица сегодня вечером. Игорь, расскажи, пожалуйста, кто наш третий? Кто наш третий на этот раз? Третий Федорович, Андрей Федорович, который лидер клуба «Миры». И сегодня мы вместе пройдем маршрут к горе Кения, Бутиан, Нелен, Элинада. Это наш гид Джон. Так, Серемон Гейт. Вход в национальный парк Маунт Кения. Вот нужно записываться в журнальчик, чтобы пустили в парк. И вот у нас посчитали количество пластика, которое мы занесли и которое мы должны вынести. Это я все записал тоже. Так, мы приехали в Мозес Кэмп. На этом кончается автомобильная грунтовая дорога. Дальше мы идем пешком. Надо набрать 900 метров, дойти до 4200 сегодня, и будет нам счастье. Ах, скажите, ну вот кому придет в голову лезть на Маунт Кения? Рядом ведь есть Килиманджаро. Она больше, выше, известнее, проще на нее забираться. Знаете, в коммерческом альпинизме есть такая популярная дисциплина – 7 вершин. Люди лезут на самые высокие горы всех частей света. И Килиманджаро, естественно, тоже туда входит. Она же самая высокая в Африке. Но мало кто знает, что в том же альпинизме есть еще одна дисциплина – 7 вторых вершин. И вот тут-то и происходит самое интересное. Находящиеся в тени своих более высоких соседей, вторые горы чаще оказываются более реальным вызовом для своих соискателей. Полностью эту программу в мире выполнили только 2 человека. Шиптон Кэмп. Федорович уже здесь. Джамбо. Это вот наш хелпер. Шиптон Кэмп. Вот такие вот здесь лагеря, я бы сказал, бараки. Вот. И нас уже угостили чаем, надеюсь, безвозмездно. И мы уже согреваемся. Состояние у нас неплохое, если учесть то, что у нас был 0 на берегу, а теперь 4200. И завтра мы уже планируем на 4900, а дальше посмотрим. Нам раздали одежонку, поэтому у Игоря такая нетрадиционная для него светлая, яркая расцветочка. Покажи, Игорь, какой у меня куртяк. Куртяк мне дали. Вот такой мне дали, розовенькое. Подумали, что девочкам надо давать розовое. И дали. Наши 2 крошечные, малюсенькие палаточки стоят у подножия могучей горы Кения. Завтра мы пойдем туда. Но это только завтра. Нас встретили вот такие вот звери. Ребята, скажите, что это? Что это такое? Смотрите. Вот они какие кенийские сурки. 3:35 утра, день 2. Выходим на вершинку Линана. Думаю, что сегодня все получится. А завтра посмотрим. И вот последние метры. Вот сама вершина, Пойнт Линана. Люба тут идет. Федорович. На фоне солнца в курточке смотрится изумительно. Какая полная гармония. Большая часть путешественников поднимается на Пойнт Линана. Это самый простой и доступный из высотных маршрутов в национальном парке. В классическом варианте занимает это 4-5 дней. Джон, спасибо. Thank you very much. Thank you, welcome. Рано утром вы выходите на восхождение с тем, чтобы, стоя на вершине 4985 метров, поймать в свои камеры и телефоны первые лучи солнца. Mama, mama, Africa, mama, Africa, mama, mama, Africa, mama, Africa, mama, mama, Africa, mama, Africa, mama, mama, Africa. И вот
Теперь перед вами выбор. Либо успокоиться и довольными отправиться вниз вдоль ручьев и цветущих альпийских лугов, а затем махнуть на сафари в Масай-Мара или на пляже в Момбасу или Малинди, или попытаться сделать что-то поинтереснее. Первое восхождение на пик Батиан состоялось 13 сентября 1899 года английской экспедицией Хелфорда Маккиндера. С тех пор многие альпинисты проложили на обе вершины массу маршрутов. Сейчас их насчитывается более 30. Но два маршрута, которые были проложены первовосходителями на вершину обеих пиков с севера и с юго-востока, остаются классикой. Два вертикальных скальных маршрута категории 4Б и 4АБ соответственно. Два основных пика, Батиан и Нелиан, представляют собой двуглавую вершину всего хребта, расколотую на две части алмазным кулуаром и внушительного вида седловиной, которую поэтически называют туманными вратами. Несмотря на разницу по высоте между вершинами всего в 11 метров, эта седловина преодолевается в классическом режиме часа за 2-3. В январе и феврале вы вынуждены подниматься по юго-восточному склону, и чтобы достичь высшей точки страны, вам нужно совершить траверс обеих вершин, поднявшись на Нелиан, спуститься к туманным вратам у алмазного кулуара и снова подняться теперь уже на Батиан. А для спуска в базовый лагерь вам придется проделать всю эту процедуру в обратном порядке. Вот на такую авантюру мы и подписались. Добрались до австрийского лагеря, и здесь уже есть. Завтра в 5 выходим вот на эту вершину. Вот на эту вершиночку. В общем, вот такие, как это сказать, лоуджи, хатсы. Австрийский кемпинг, мы немножечко подремали после Пойнт-Линана. Пойнт-Линана вон там. А пик Батиан и Нелиан вот здесь. Так, вслед за нашим гидом Джоном мы отправляемся на занятия. Всем раздали по каске. This is called the tubular. This is the reverse, or you can use one for belaying. When you want to belay two people at the same time, with different rods. Сейчас начинается третий, самый ответственный день нашего трекинга. Клайминговая часть с веревками, карабинами, касками, системами и прочим. Нам предстоит пролезть 18 веревок, 400 метров, и это будет пик Нелиан. Выйдя из австрийского лагеря в 5 утра, мы честно рассчитывали быть обратно в лагере до заката солнца. Тем более, что дельфирять в темноте, скажем так, не слишком рекомендовано. Тем не менее, так случилось, что в связке нас оказалось 4, 3 на одного лидера-гида. Это сильно тормозило процесс. До вершины нужно было пройти около 20 веревок. Были задержки, связанные с отсутствием у нас скальной обуви, и с тем, что возникала небольшая очередь и неизбежные ожидания перед каждым этапом. Пошла третья веревочка. Потихоньку поле-поле, как говорят ребята местные. Вот в конце 5-й веревки начали собираться облачка вокруг. У нас тут немножко погодка испортилась. Залезли мы на 5000 примерно. На одном из участков мощный гранитный зуб, на котором была установлена станция, неожиданно ожил, и нам стоило усилий и некоторого количества адреналина освободить его от всех веревок, френдов и оттяжек так, чтобы не быть увлеченным вниз его внушительной массой. Уходя вверх последним в связке, я все же решил вернуться и столкнуть его вниз с тем, чтобы никто даже случайно не оказался жертвой его обманчивой стати. Вот и Федорович, вершина Нелиан. И он здесь, как всегда, встречает своих туристов. Давай. Congratulations, guys. Congratulations. Yeah. Thank you, brother, for help. В общем, на вершине мы оказались только к 5 вечера, затратив на восхождение около 10 часов от подножия. Завершить задуманное до заката солнца уже не представлялось возможным. Возникла дилемма: спускаемся или ночуем на вершине с тем, чтобы закончить все на следующее утро. На вершине есть маленькая металлическая хижина, построенная там в 70-е Яном Хойлом.
Но мы не взяли с собой ни еды, ни спальных мешков, а воды в флягах оставалось всего на несколько глотков. Поэтому, несмотря на горячие головы мужской части нашей команды, топившей за продолжение банкета, единственная женщина в группе, она же единственно здравомыслящая, решила вопрос довольно радикально. И мы, приняв ситуацию, пошли вниз. Солнце зашло на середине спуска, и оставшиеся веревок 10-12 мы дюльферяли в полной темноте с фонариками. На одной из последних секций веревка застряла, зажатая в скалах. Пришлось использовать запасную. В лагере были около полуночи. Мы припозднились на вершину. Теперь у нас спуск в темноте. Дюльферяемся вниз. Друзья, совершили успешное восхождение и акклиматизацию, и сегодня прекрасно себя чувствуем. Остается 11 километров до дороги, которую мы преодолеем в ближайшее время. Сейчас позавтракаем и выдвигаемся к воротам Нара-Муру. Смотрите, пупсики, так просыпаешься с утра, открываешь окошко, а у тебя там пик Неллиан. 19 часов от лагеря до лагеря, но вершина Неллиан была за нами. Для идущего вверх человека вдруг из-за поворота открывается шедевр невероятной красоты и размеров. Чарующий горный хребет, состоящий из примерно десятка вертикальных скальных пиков острой конической формы и еще десятка-полтора вершин поменьше и незаметнее. Первое, на что обращаешь внимание, когда идешь на Маунт-Кения, это обилие воды. По сравнению с Килиманджаро, до которой отсюда по прямой не намного более 400 километров, где портеры за водой бегают иногда по несколько часов, и другими горами Танзании, где сушь это норма, здесь 50% времени ты идешь вдоль воды, около воды и даже по воде. Ручьи, речушки, озера, мягкая влажная почва или обширные полузаболоченные участки, где если не выбирать и менять направление, кое-где реально нырнуть по щиколотку, как будто и не Африка больше. При этом растительность здесь не столь пышная, как на склонах Килиманджаро, но более разнообразная. Те же синеции, лобелии, вереск, только многообразнее и больше по объему. Глаза просто разбегаются от красоты. На вершину Неллиан мы забежали всего за 3 дня, а спустились по маршруту Нара-Муру за 1. Почти все путешественники спускаются вниз по маршруту Чагория. Он и вправду очень живописен. Но если вы хотите увидеть самые драматические виды на массив Кения, обойдя его по часовой стрелке, заходите по маршруту Серемон, а выходите по Нара-Муру. Друзья, закончился наш поход на гору Кения. Было очень интересно, познавательно, красиво. И мы будем продолжать нашу жизнь в таком же русле. Андрей, тебе понравилось с нами? Слушай, с вами вообще это отдельная песня, мы оставим это за кадром. Нету, давайте похвалим нас перед всеми. Слушайте, это просто, так трудно, потому что это долгая будет история, потому что, с хорошими людьми всегда хорошо. Я так скажу, я думаю, этого будет пока достаточно. Просто, бывает, знаешь, когда ты чувствуешь, что, люди на твоей волне, твои люди или не твои, а бывает, когда вообще, какие-то чужие. Поэтому с вами, как со своими. Вы знаете, Маунт-Кения – это настоящая изюминка африканского континента. Такой скрытый алмаз, находка для любого настоящего путешественника. Редкие туристы на тропе, бесподобные виды, значительно более щадящие бюджеты, невероятные трекинговые маршруты и возможности для развития навыков альпинизма.